Итак, вот вам информация. Sony покупает CD Projekt Red, а новый Ведьмак и Киберпанк становятся эксклюзивами Sony PlayStation. Вот эта новость, конечно, как в очень странном сне. После нее хочется разве что взять пару минут паузы, чтобы помолчать и задуматься над этими словами посерьезнее. Это вам не новости о том, что Лютик в сериале от Netflix будет мутить с Дикстрой. С этими-то все давно было понятно. Или о том, что мультиплеерный эксперимент с Ведьмаком провалился и разработка начинается с самого начала. Тут событие более весомое, а последствия могут быть серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Нет, вы просто представьте, CD Projekt Red собирает огромную пресс-конференцию, приглашают сотни фанатов, блогеров зовут со всего света, все такие супер счастливые, радостные, в ожидании трейлера и полноценного анонса нового Ведьмака с геймплеем и кучей подробностей. И тут на сцену под руку с Йен выходит Марчин Ивинский, да, вот прямо из забвения, радостный такой, хотя понимает, что сейчас будет. Спасибо, говорит, кланяется зрителям, все хлопают, кричат, и тут Марчин такой: спасибо большое, я очень рад, что вы тут типа все собрались в этот великий день. И про себя вы даже не представляете, насколько великий. Будем спокойны, ребята, спокойно. Сейчас я вам расскажу такое, что вы просто офигеете. Эта новость стала шоком для нас всех. Но с большой радостью в сердце и толстыми пачками денег в карманах, да-да, это очень важный момент, я рассказываю вам о том, что новый Ведьмак 4, который вы все так ждали, выйдет эксклюзивно на PlayStation 6. Удачи вам там. И побежал. И хотя очевидно, что это пока не более чем слухи, верится в них достаточно легко. Microsoft весьма сильно укрепляет свои позиции приобретением Acti Blizzard, а значит Sony нужно больше интересных сюжетных интенсивных экшен-игр для эксклюзивов. Тем более, что скоро мы ждем анонс PS5 Pro и какую-нибудь игру для стимуляции ее продаж. И как нельзя лучше на эту роль подходит CD Projekt Red с ее культовыми IP, хорошей базой фанатов до сих пор и, казалось бы, финансовыми проблемами после неудачного релиза Cyberpunk 2077. Так что если завтра слова о том, что Sony покупает CD Projekt Red подтвердятся, я этому не сильно удивлюсь. А точнее, не удивлюсь я сотрудничеству между Sony и CD Projekt Red. Но обо всем по порядку. Важно понять, что слух появился не на пустом месте. Уже некоторое время, причем довольно давно, в сети циркулирует информация о том, что Sony Interactive Entertainment собирается поглотить крупного независимого разработчика AAA игр. Без имен, конечно же. Но слухи такие всплывают с завидной регулярностью. То там, то тут, через разные каналы и разных инсайдеров. И среди прочих независимых AAA студий очень часто проскальзывает название CD Projekt Red. Они же создатели третьего Ведьмака и Cyberpunk 2077, если вдруг кто-то запамятовал, словив светошумовую во время моих первых слов про покупку. Ладно, пока вы отходите от этой новости, пока с вас сходит 10 потов, и вы уже начинаете думать, как будете покупать PlayStation 6 и Ведьмак 4 в наше-то время, то я вам скажу, что на самом деле все просто. Для этого существует игровая торговая площадка Case for Gamers. Они же наши старые друзья DivMark после ребрендинга. И как и раньше, тут множество разных продавцов продают все, что вам нужно. Игровые ключи на новые и старые игры на любые платформы. Steam, GOG, может быть Epic Games, и для консолей тоже. PlayStation, Xbox или Nintendo. Есть просто карточки пополнения Steam, и там уже распоряжайтесь ими на свое усмотрение. Можно приобрести различную игровую валюту и поинты для онлайн-игр, а также какой-нибудь официальный софт. Как я и сказал, все, что можно только пожелать. Но главное, это методы оплаты, действующие с территории России и Беларуси, даже банковской картой МИР, через Kiwi или криптой. А чтобы покупки были еще выгоднее, даю эксклюзивный промокод EVOICEREBUS и скидку 10% на любой товар. Ссылочка, конечно же, в описании. Даже не знаю, с чего начать. Совсем недавно, впервые за 2 года, прошел PlayStation Showcase, где было показано и анонсировано множество интересных и новых игр, большая часть из которых разрабатывается не внутренними студиями и не членами семьи PlayStation Studios. На фоне этого инсайдеры сразу заговорили о том, что в этом году будет еще один PlayStation Showcase с акцентом на играх таких студий, как, например, Naughty Dog и Santa Monica Studio. А с ними и какие-то необычные, шокирующие новости и анонсы. Одна из таких первых
первых новостей касалась игры Days Gone, которой якобы дали добро на разработку второй части, несмотря на то, что коммерческие результаты первой игры оказались ниже ожиданий. И почему-то вкупе с новостями о Days Gone 2 сразу же вылезла информация о том, что Sony готова купить CD Projekt Red. Как это связано и почему они вдруг оказались вместе, я, если честно, пока не знаю, но попробую сопоставить некоторую информацию. О Days Gone 2 рассказал очень близкий к Bungie инсайдер Liz, который за годы своей деятельности на самом деле не раз сливал достаточно верную информацию и в какой-то мере завоевал доверие игроков касательно Destiny 2. А в 2022 году Bungie приобретается Sony. То есть, как мы видим, минимальная связь между Liz и Days Gone через приобретение Sony Bungie уже есть. Bungie, как мы все прекрасно знаем, сейчас специализируется на многопользовательских играх. И в этом очень выручает своим опытом Sony, делясь наработками и всякой помощью. Об этом говорили причем сами Sony, указывая, что стоимость покупки в 3,6 миллиарда долларов себя оправдала. Причем уже. Конечно же, новость о разработке Days Gone уже опровергли, хотя и сделали это не совсем Sony. Но мы точно знаем, что разработчики из Bend Studios прямо сейчас работают над совершенно новой игрой, которая при этом основана на основах открытого мира Days Gone и будет включать в себя многопользовательский режим. Чувствуете? Многопользовательский режим, помощь Bungie с его реализацией, инсайдер по Destiny, но это еще не все. Не так давно CD Projekt Red объявили, что закончили свои мучительные попытки создать мультиплеерный Ведьмак силами маленькой непонятной компании с невнятной непонятной концепцией и полностью переделывают проект. Нет, но это уже явно мои домыслы и чертово совпадение. Давайте мыслить разумно. Что касается намерения Sony приобрести CD Projekt Red, то о них сообщалось еще в октябре 2022 года, как минимум, а то и раньше. А также мы знаем о том, что таких попыток по приобретению красных было несколько, и все они на текущий момент закончились ничем. Быть может, мало предлагали. Да что уж там, до релиза Cyberpunk 2077 мы все с вами беспокоились о том, что если игра провалится финансово, то студию явно ждет покупка крупным издательством. Но Cyberpunk не провалился. На момент сентября 2022 года, а это было уже практически год назад, красные отчитались о том, что продали более 20 миллионов копий Cyberpunk 2077. Это большая сумма даже с учетом не самой высокой цены на игру и более 50 миллионов проданных копий Ведьмак 3. 20 миллионов для новой франшизы, еще и такой проблемной на старте, это очень хороший показатель. А сейчас еще и выйдет долгожданное обновление. И если оно вдруг будет бомбезным, то это очень сильно бустанет продажи. И пусть акции CD Projekt, которые в 2020 году прямо перед релизом Киберпанка позволяли компании обойти по капитализации таких мастодонтов как Blizzard, после релиза очень сильно просели, сейчас, спустя 3 года, они котируются примерно на уровне 2018 года. И если учесть, что в ближайшие годы крупных релизов не ожидается, то ничего необычного в этом нет. Так что говорить о каком-то там банкротстве или финансовой несостоятельности CD Projekt и выкупе их Sony по этой причине речи, конечно же, не идет. Более того, в разговоре с инвесторами после недавней публикации финансового отчета, где мы, кстати, узнали о 50 миллионах копий Ведьмак 3, глава CD Projekt Адам Кичински в очередной раз озвучил, что CD Projekt не продается и останется независимой. А также добавил, что это порой сложно, но зато позволяет идти своим собственным путем. И знаете, с этими словами как-то даже не поспоришь. Последние решения CD Projekt вызывают много вопросов, но мы все еще верим в лучшее. Однако Адам говорил о CD Projekt, материнской компании-издательстве, тогда как студия разработки — это CD Projekt Red. Не знаю, насколько это важно, я небольшая корпоративная акула-юрист, чтобы в таком разбираться, но вопросик для тех, кто шарит, очень интересный. В любом случае, CD Projekt Red принадлежит CD Projekt, а значит и продаваться будет через них. И если Адам четко сказал, что продавать компанию не будет, то значит скорее всего, повторюсь, скорее всего продавать он ее не будет. Да и зачем? Так что не верьте всяким слухам в интернетике, они очень часто вас обманывают. Но кое-что все-таки тут возможно. И вот что я думаю на этот счет. Дальше идут чисто мои домыслы и мысли вслух, которые скорее всего не имеют ничего общего с реальностью, так что будьте осторожны.
Посмотрите, пожалуйста, на этот график. Это распределение всех сотрудников CD Projekt по задействованности в разных проектах. Мы четко видим, как были поглощены разработчики Monster Slayer, как понемногу уменьшается доля задействованных людей в Гвинте, поддержке Киберпанка и обновленного Ведьмака, как держится доля тех, кто делает обнову, и увеличивается доля Polaris и Сириуса. Ремейка первого Ведьмака тут нет, так как его делает сторонняя студия силами сторонних людей. Другие проекты это был Polaris, а сейчас это как раз таки расформированная Спока. Примерно к концу года из этого списка должны исчезнуть Киберпанк 2077, конечно же после кучи патчей с релиза обновы, Гвинт, люди из Спока и поддержка Next Gen Ведьмак 3. При этом появится новая часть Киберпанка, ее разработкой, кстати, займется новая пересобранная команда в Америке, и можете считать ее чуть ли не новой студией в принципе. Большая же часть команды пересядет на нового Ведьмака. А вот что делать с Sirius? Сейчас их численность меньше, чем в декабре 2021 года была у Гвинта. А Гвинт это уже, блять, готовая игра про картишки, которую все эти люди, пытаясь сделать интереснее, только портили. Наверное, не знаю, не так много я играл в Гвинт, хотя люди говорят примерно об этом. Но четко понимаю, что хороший, самобытный, мультиплеерный проект силами такого количества людей сделать невозможно. Выделить просто так больше людей на него тоже не очень-то легко, ведь на руках у CD Projekt и так две суперпопулярные и ожидаемые игры, которым нужно уделять максимум времени и внимания, еще и следить нужно как-то за ремейком. Вообще ситуация получается очень интересная. С одной стороны, компания сейчас как бы пересобирается, оптимизируется и укомплектовывается, выводит новую студию отдельно в Америку и кидает на нее конкретный IP по Киберпанку, на который будет собирать команду с нуля, не считая той части, что переедет с самого начала. Сама же основная студия занимается новым Ведьмаком и контролем Ведьмака ремейка. Они знают, чего от них хотят и знают, как это сделать. Мультиплеерный же Ведьмак тут как бы не к месту. И выглядит все так, что нужно еще кое-что или кое-кто, кто поддержал бы эту разработку. И вот тут на сцену выходит Sony. Речь, конечно же, о продаже и покупке не идет, но сделать игру с акцентом на онлайн и мультиплеер для Sony, у которой сейчас четко прослеживается желание делать больше игр-сервисов, в какой-то мере звучит это правдоподобно. Опыт Bungie, готовая платформа для реализации, уникальная игра и крупное сотрудничество для Sony. При этом дополнительное финансирование для красных и, соответственно, меньше рисков выпускать всякую хрень. Вполне возможно, что и первую итерацию мультиплеерного Ведьмака в итоге завернули даже не сами проекты. Что думаете об этом? Возможно ли такое сотрудничество и выпуск первого мультиплеерного Ведьмака на Sony? Самое интересное, что там глядишь, и сотрудничество перерастет в стойкое желание Sony приобрести для своей семьи еще одну очень крупную и интересную студию разработчика в лице CD Projekt Red и готовность выложить за это любую крупную сумму денег. И вот это мне уже не очень нравится. Дело в том, что при всех своих минусах CD Projekt Red всегда старались делать что-то новое, расти над собой, экспериментировать, ошибаться и создавать что-то новое. А вместо Ведьмак 4 Киберпанк и новая сага. Вместо кучи дополнений для Ведьмак 3 новая игра. Попытки в Гвинт, мобилки и другие жанры. Да, все это и ради денег тоже. Но опять-таки все эти эксперименты помогают набраться опыта и создавать еще более хорошие игры. Ведьмак 3 ведь у них получился не случайно таким хорошим. Sony же делают свои игры очень стерильными. Они заточены на популярность, работающую формулу и стабильные продажи, особенно по крупным IP. От CD Projekt Red они будут требовать новых Ведьмаков и новых Киберпанков, максимально похожих на те, что уже завоевали популярность и которые ждут игроки. В чем-то это даже хорошо, особенно первое время, но в целом, как мне кажется, это путь в никуда. Те же ассасины, давно поставленные на поток, превратились из игр событий в жвачку для убийства времени. Вкусные, хорошие, сладкие, иногда с новыми вкусами, но пожевал, выплюнул и готов жевать следующую. Хотя знаете, может быть это и лучше, чем то, что готовит нам новый Ведьмак. Мы ведь не знаем, что там будет. В любом случае, поживем и увидим, но к слухам стоит относиться всегда осторожно и не верить им. В любом случае, все новости о покупке красных и новых Ведьмаках у меня в телеге. Там же анонсы роликов и стримов, новости по Ведьмаку, Киберпанку и другим играм, мое мнение на разные темы, и так далее. Если хотите поддержать, то можете подписаться на Boosty. Там ролики выходят раньше Ютуба и без рекламы. Или прямым донатом через Donation Alerts с приятным или не очень сообщением. Можно даже меня поругать, если есть за что. Конструктивно только пожалуйста, а то я внимательно слежу за всеми сообщениями. Да и день рождения у меня
обновление уж очень скоро. Я ни на что не намекаю, но вы все поняли. Советую еще подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Поставить лайк и написать комментарий под роликом, чтобы помочь в его продвижении. А также перейти по первой ссылке в описании или в закрепленном комментарии, мне это очень поможет. А на этом все. Увидимся в следующем видео. Мое имя Voice Rebus, это все еще просто канал об играх, и на этом пока-пока.